Дорогие друзья, всем привет! В последнее время мне задают вопрос в Telegram в личку, что я думаю по нише космос, как она делается, да, и как долго она раскручивается. Ну что ж, давайте сделаем обзор этой интересной ниши, а также я вам покажу полный монтаж, как ее делать, только сделаем это очень красиво с использованием нейросетей. Так что смотри этот ролик до конца, тебе это очень пригодится. И не забывай поставить колокольчик, если хочешь знать все самое интересное о YouTube, а также подпишись на мой канал. Здесь вот такие вот просмотры. Кстати, 10 дней назад у него 116 тысяч просмотров, 21, 2,4, 24. То есть видите, да, что потихонечку его видеоролики, они то взлетают, то, ну, так сказать, на плаву держатся. Вот видим, что месяц назад у него 450 тысяч просмотров. И самое здесь интересно, друзья, что это видеоролики больше 8 минут, соответственно, здесь можно ставить больше рекламы. Но я вас немножко огорчу, скажу, что здесь не так все просто. Эта ниша очень долго раскручивается, но если вы готовы играть в долгую, то тогда она для вас. Итак, смотрите, если я ставлю старые ролики, то канал он начал вести 7 месяцев назад, друзья. И видим, да, что здесь, то есть, ну вот у него тут были какие-то просмотры, и, соответственно, такой может быть запросто, когда ты делаешь видео, там, уже несколько роликов загрузил, там, ну, например, 10, 15, и вот после этого момента только начинают какие-то там первые ролики расти и так далее. Поэтому не факт, что у него начались просмотры прям с первого же этого ролика. Итак, следующий YouTube канал называется Cosmos Prodigy, у него 54,5 тысячи подписчиков. Так, давайте посмотрим самое старое видео. Видите, да, год назад он начал делать этот YouTube канал. Сначала были вот такие просмотры, то есть он старался, тут даже вот получается полгода уже, ну, вот он делал канал, и ничего такого не было. Вот вам прекрасный образец, показывая, что если человек будет стараться над своим контентом, то в дальнейшем он у него будет стрелять, и, соответственно, он соберет хорошие спелые плоды в виде долларов, да. Итак, смотрим вниз, 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 и вот только недавно у него стал стрелять канал, смотрите, да. 650 тысяч просмотров, 12, 138, 22, 105 тысяч просмотров. Что у него тут еще есть, да? Сейчас посмотрим, давайте. 169. Что, плохо? Да, конечно, нет. Опять же, да, смотрим, что у него видеоролики больше 8 минут, соответственно, здесь RPM хороший. Итак, давайте перейдем в Google Trends. Здесь я вбил About Space, то есть о космосе. Обязательно нужно ставить поиск YouTube, потому что если вы поставите веб-поиск, смотрите, какой будет график. Он немножко будет меняться, то есть вот такой вот, да. И если мы поставим за 12 месяцев, то смотрим вот такой вот график получается. Но сейчас я выберу по YouTube, и он несколько будет меняться. Смотрите, поэтому не забывайте, еще раз говорю, когда пользуетесь этим инструментом Google Trends, всегда ставим поиск на YouTube. То есть мы смотрим 12 месяцев, 90 дней, 30 дней, так как эта ниша зеленая, она долгосрок. То есть, грубо говоря, ее можно приравнять как к страшным историям, там, жизненным историям, что-то еще, историческим фактам, там, может быть, ретро-стиль. То есть это такие ниши, которые постоянно зеленые, но они не в таком большом хайпе. Итак, видим, что здесь у нас на отметке 75 в Google Trends, но если мы все-таки возьмем эту нишу за 12 месяцев, потому что, ну, она уже долго, да, как я вам уже сказал. Так, тут у нас что-то ошибка, ну, ничего страшного. У меня немножко с интернетом здесь проблемы могли быть. Так, все, вот 12 месяцев видим, и здесь вот такой график. В принципе, все нормально, в эту нишу можно заходить. Попробую вбить просто Space. И здесь похожий результат по графику. Так что, друзья, работаем, и сейчас я буду делать прямо при вас весь контент полностью с нуля. Ну, а вы, товарищи, не забывайте мне написать любой комментарий, чтобы меня поддержать и этот ролик как-то дальше продвинуть. Ну и, соответственно, поделитесь этим роликом, если вам, конечно, не сложно. Ну что ж, друзья, за основу я возьму вот этот ролик, я не буду его тут включать, он просто говорит о космосе, тут что-то такое с телескопом и так далее, да. Мне вот это вот его видео не нужно. То есть у него здесь идет набор картинок всяких, там какие-то вставочки анимированные. Итак, спускаемся вниз, и мне нужно будет скопировать текст этого видео. Так, где-то здесь у нас, вот, расшифровка видео. И я выбираю показать текст. Дальше текст у меня появляется вот здесь вот. У вас может появиться вот эти временные метки. Мы их удаляем, нажимаем сюда вот, показать. Ну, то есть скрыть их, да, и весь этот текст берем и копируем. И куда мы, друзья, переходим? Правильно, в чат GPT, либо в любую другую подобную нейросеть. Итак, продолжаем. Вот я перешел в чат GPT и пишу такую команду: rewrite текст, то есть перепиши этот текст, да, по-своему. И все вот здесь вставляю, как есть. Дальше он мне
Так, спускаемся вниз, текст слишком большой. Вот, выдал весь этот текст по абзацам, то, что нам и нужно. Это будет очень удобно для нашей работы. Ну и, соответственно, чтобы мне понимать, о чем здесь пишется, я перехожу в DeepL и все это там перевожу. DeepL отлично справился с данной задачей, и видим, что здесь идет такой текст там, с появлением телескопа. Постижение Вселенной столкнулось с серьезными проблемами, поскольку он выявляет несоответствие в наших космологических теориях. Вот, я не буду весь вот это вот все видео делать, чтобы, конечно, не растягивать мой видеоролик, и, соответственно, покажу вам просто вкратце, да. Вот, что мне нужно сделать. Это я беру каждый вот этот абзац, копирую и вставляю в любую программу для озвучки. Я буду в данный момент пользоваться чисто CapCut и никуда на какие-то сайты заходить не буду, то есть все упрощаю. Но сначала, для того, чтобы все это сделать, мне нужно накачать картинки какие-то, либо видео вставки, где их взять. Переходим на сайт Pexels. Итак, дорогие друзья, вот этот сайт. Здесь очень много бесплатных видео. Самое главное, когда вы выбираете вот здесь вот источник видео, выбирайте горизонтально, чтобы было гораздо удобнее искать. И вот всякую вот это вот мы накачиваем, то есть вот взлет ракеты, там космос и так далее. Все, ну примерно я тут что-то накачал, да. Мне этого там достаточно. Здесь очень много различного материала. Там Марс, Юпитер, Сатурн, что хотите. И здесь я хочу немного добавить креатива. Но об этом чуть позже. Итак, дорогие друзья, здесь я все скачал. Перехожу к тексту, смотрю, чтобы все это можно было как-то логически выстроить. Не просто набор вот этих вот видеороликов, которые будут меняться, а как-то вот, чтобы они соответствовали именно тексту. Поэтому нам придется прочитать сейчас вместе с вами первый абзац. Так, что у нас тут написано? С появлением телескопа, достижением Вселенной. Ага, это здесь можно и видео по Вселенной вставить. Дальше телескоп Джеймса Уэбба. И вот это вот я копирую, потому что здесь будет уместно поставить картинку именно вот этого телескопа. И мы идем куда? В Google картинки. Вот здесь я сейчас сделаю при вас магию. Ну что ж, вот наш телескоп. Мне нужно что? Просто скопировать картинку, сохранить на компьютер. Я скопировал вот это вот и захожу в нейросеть Runway, которую очень многие из вас знают, где можно сделать из текста видео, либо из картинки видео. Вот там-то мы сейчас и будем вместе с вами работать. Захожу сюда, выбираю текст, картинка в видео, сейчас у меня тут загрузится, затем картинка и загружаю наш сохраненный телескоп прямо сюда. Затем я могу что-то дописать, либо ничего не писать и нажать кнопку генерации. Давайте мы ничего не будем писать. И сейчас посмотрим, как же нейросеть справится с анимацией нашей картинки. Видите, да? Я немножко разбавляю контент, делаю что-то свое авторское. Плюс, конечно, беру различные бесплатные видео. И это делает уникальность моего YouTube канала. Друзья, вот чем больше креативности, тем больше вас будут люди смотреть. И, конечно же, тем больше вы получите, что правильно, удержание на вашем видеоролике. Ну, а пока у меня генерируется видео, я хочу скачать какую-нибудь музыку космическую, да, интересную, чтобы ее можно было добавить на задний фон, и это придаст как-то оживленность нашему видеоролику, нежели чем просто будут какие-то голоса. Поэтому я обычно музыку скачиваю фанатики Ютуба, что-то здесь более-менее подобное, ну и, соответственно, все это гружу потом весь материал в CapCut. Итак, друзья, вот что у нас получилось, смотрите. В принципе, даже неплохо, что-то тут двигается и так далее, да. Поэтому все это я скачиваю и, соответственно, буду использовать в своем контенте. Давайте что-нибудь здесь еще сгенерируем. Я напишу слово space, то есть, ну, грубо говоря, вот этот космос. Так, и давайте end stars и звезды, чтобы он понимал, да. То же самое нажимаю кнопочку генерации, и буквально через некоторое время мы получим какой-нибудь интересный результат. Посмотрю, что у нас вышло, и в принципе очень, друзья, красиво, качественно, и это уже наше неповторимое видео, что отличается от другого контента. Друзья, это просто супер, тоже сохраняем. И сейчас я тоже хочу одну картиночку еще создать, то есть вид с горизонта Марса, ну типа с необычной планеты, и ну чтобы чуть-чуть еще разбавить нашим авторским контентом, друзья. И, соответственно, потом мы перейдем в программу CapCut и будем все это там компоновать. Ну что ж, приступаем к работе. Все у нас здесь готово, музыка есть. И вот этот вот телескоп тоже я сделал с помощью Runway. И, ну, вот это нейронки, и вот это вот тоже планета Марс. Видите, очень даже круто. И вот эта нейронка, она сейчас очень хорошо стала работать. Так,
Перекидываю музыку сюда вниз, делаю ее потише, чтобы она не мешала восприятию нашего контента. Ну и, соответственно, нам что осталось с вами сделать? Добавить озвучку. Как это делается? Мы копируем текст, где мы с вами переводили в программе DeepL, и озвучиваем прямо здесь. Далее я нажимаю текст, затем выбираю абсолютно любой, пускай будет вот этот вот стиль, мне все равно. И вот сюда в текст я вставляю наш абзац. Но смотрите, друзья, что CapCut не дает здесь вставить полностью текст, то есть там большого абзаца, а только лишь кусочками. Поэтому вот здесь я на слое Start сейчас делаю перевод и потом дополняю недостающие слова из этого абзаца, то есть снова делаю перевод. Итак, поехали. Мне нужно нажать перевод текста в речь, и я выберу вот этот голос. With the advent of the telescope. Отлично. Дальше нажимаю нажать чтение, и здесь идет преобразование речи в голос. Вот наш голос здесь появился, все отлично. Запоминаем, на каком слове мы остановились. Это star, и, соответственно, все после этого слова мы еще раз сюда вставляем. Ну что ж, вот наш голос, все у нас тут появилось, и вот этот текст я просто удаляю. Затем перехожу в наши медиафайлы и уже перетаскиваю картиночки и видео по теме, то, что у нас там говорится. Это поставлю вот этот вот видеотелескопа, который я создал с помощью нейросети. И видите, здесь есть водяной знак. Да ничего страшного, я вот так вот беру и растягиваю нашу картиночку. И вот у нас все круто здесь появляется. Блин, на самом деле очень классно нейронка работает, мне нравится. Так, немножечко я растянул это видео. Следующим шагом я перекидываю еще раз наше видео, которое мы с вами создали. И здесь то же самое, вот так вот я все это делаю, можно даже вот так вот. Дальше нам нужно почитать, что у нас за текст, ну, то есть какая логика событий. Сначала я вставлю вот этого вот ученого, типа, ну, они тут что-то работают как-то, да. Так, достаточно. Нам нужно будет растянуть этот видеофайл, потому что он не широкоформатный. Затем, что я хочу здесь поставить, пускай будет, наверное, космос вот этот вот, тоже скачанный. И наш дальше уже пойдет Марс, вот этот вот. Так, тоже все это растягиваем, видите, да? Все это делается несложно. Затем можем поставить ракетку вот сюда вот. И здесь у нас звук есть. Нам нужно его отделить. Правой кнопкой мыши, извлечь звук, удаляю. И он мне больше не нужен. Вот, друзья, видите, что у меня набор идет вот этих вот картиночек. Даже, в принципе, можно будет сделать так, да, поменять их местами. Этот сюда. Самое главное, мне теперь сделать красивые переходы, да. Так, где они у меня находятся? Вот переходики. И здесь я не могу делать переход сначала, ну вот, что когда у нас появляется первый кадр. Поэтому я могу какую-нибудь вот такую вызвать. Да, кстати, пускай будет вот это вот. И затем я выберу какой-нибудь интересный переход. Посмотрим, что у нас тут вышло. Так, ну, в принципе, неплохо, согласен. Дальше какой-нибудь можно другой переходик поставить. Ну-ка, вот этот, если. Неплохо, неплохо. И, ну, вот сейчас что-нибудь в этом же стиле мы можем подобрать. Пускай будет вот такой. Проверяем. Нет, мне это не очень нравится. И, ну-ка, сейчас вот такой вот проверим. Во, неплохо. Ну, соответственно, здесь мы просто играемся, вот видите, да, их очень много, и можете любой выбрать. Вот этот мне тоже нравится, неплохое появление. В принципе, у нас все готово, но я хочу немножечко здесь оживить картиночку. Видим, что вот тут вот у меня появляется телескоп, и он немножко статический. Хорошо. Я хочу сделать приближение. Выбираю какой-нибудь кадр, пускай будет вот. Затем перехожу в основные, нажимаю вот здесь вот расположение и размер. Это первый ключевой кадр. Потом второй ключевой кадр. Я делаю что-нибудь типа такого вот. И проверяю, да, мышкой, что у меня вышло. Вышло очень даже красиво. Теперь вот тут вот я тоже хочу как-то это оживить. Здесь мы сделаем чуточку по-другому. Первый кадр у нас будет вот здесь. И сейчас я эту картиночку вот так вот увеличу. Ну, это чисто для мини-анимации. Сделаю вот здесь, сюда, то есть в конец. И вот так вот передвину. И давайте посмотрим, что у нас вышло. Вот, вышло очень даже неплохо. Так, здесь у нас все живое. Тут, в принципе, тоже.
Здесь можно даже, вот, знаете, как сделать? Наоборот отдаление. Сначала вот так вот, это первый кадр. Затем второй кадр делаем вот так вот. Проверяем. Угу, очень даже неплохо. И Марс. Марс у нас тут статический получился. Поэтому сейчас мы сделаем такую же картиночку. Якобы тут какое-то передвижение идет плавненькое. Проверяем. Отлично, да? Все, друзья. Я это все сохраняю и показываю вам, что у меня вышло. With the advent of the telescope, comprehension of the universe has faced major challenges as it reveals inconsistencies. In our cosmological theories, the James Webb Telescope, in particular, has played a key role in unraveling uncertainties about the timing of the initial coalescence of star clusters into the early galaxy formations observed today. Дорогие друзья, в этом видео мы с вами научились делать нишу космос и также преподавать это несколько креативно с использованием нейросети для создания интересных там картинок с анимацией. Кстати, хочу напомнить, что у меня совсем скоро стартует 4-й поток по обучению YouTube для новичков, где я полностью их обучаю всему, и ты можешь занять место, сделать предзапись, перейди по ссылочке в закрепленном комментарии и заполни небольшую анкетку. Также, если ты хочешь дополнить свои знания в монтаже, поэтому посмотри любые вот эти два видео, и это будет тебе не лишним. Увидимся в следующих роликах.